Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо, с вами Радайкин Максим. Я Борис Марцинкевич, всем добрый день. Иран сожжет дотла всю энергоинфраструктуру США за удары по иранским нефтяным объектам, заявил КСИР. И той же ночью Иран ударил по крупнейшему в мире СПГ-комплексу в Катаре. Ракетная атака пришлась по промышленному городу Рас-Лафан. Иран составил план разрушения ТЭК Ближнего Востока после американо-израильской атаки на иранские месторождения Южный Парс. Борис Леонидович, а к чему мы, собственно, приходим? Что уничтожили одни, что уничтожили другие, и как, в принципе, это на мировом энергетическом кризисе сказывается? Ну, раз уж начали с газа, давайте про газ подумаем. Месторождение Южный Парс – это название, используемое в Иране, месторождение Северный Купол – название того же месторождения, которое используется в Катаре. Месторождение не ориентировано на политические границы, при этом у Катара и у Ирана ни разу не было конфликта по этому поводу, что, в общем-то, ну, вот мы же используем арабские цифры. Вот арабская цифра по запасам газа, извлекаемым на этом месторождении, 26 триллионов кубометров. Ни малейшего повода о чем-то выяснять отношения, ну, просто не найти. Добыча с этого месторождения у Катара добралась до цифры 180 миллиардов кубометров газа в год. На что это влияет? Ну, еще раз, 26 триллионов 180 миллиардов. Вот, соответственно, удар, который теперь, как заявляет мистер Трамп, наносил Израиль, пришелся по Южному Парсу, ответ, собственно говоря, прибыл на Северный Купол по одному и тому же месторождению. Катар Энерджи ранее заявляла, что добыча прекращена, потому что невозможна отгрузка. СПГ никаких вариантов, кроме поставок танкерами, не имеет. Вариантов куда-то по трубопроводу отправить, собственно говоря, тоже нет. Что теперь происходит? Действительно, вот эта линия по сжижению природного газа мощностью 77 миллионов тонн в год, 20% мирового производства, была подвергнута ударам, пожары мы все видели, каких-то сообщений от Катар Энерджи, насколько серьезные эти повреждения, пока не поступало. Он там, собственно говоря, по состоянию на утро 19 марта пожар еще продолжался. А это значит, что даже если конфликт каким-то образом чудесным остановится, на восстановление все равно уйдет время. То есть перебои на региональных рынках, куда шел СПГ из Катара, продолжатся. Основные объемы поставок – это Юго-Восточная Азия, порядка 70%, и что-то около 30% на прочие рынки, в том числе и в Европу. По итогам прошлого года из Катара в страны Евросоюза было поставлено в пересчете на обычное состояние газа порядка 16 миллиардов кубометров. Теперь выясняется, что они ушли, и ушли, ну, очевидно, уже надолго. То есть, даже если открыть Армузский пролив, вот сейчас закончим передачу, позвоним в Иран, скажем, открывайте, ничего не изменится. Так что то, что мы увидели на торгах на хабе TTF, достаточно очевидно, это шок. TTF это не фьючерсы, это торговля в режиме онлайн, то есть вот, живым, так сказать, газом, не бумажным. Результаты мы видим. Вчерашний вечер заканчивался где-то на уровне 650 долларов за 1000 кубометров. Сейчас выскочило куда-то за 800, но, видимо, это еще не вся реакция, потому что надо дождаться, что все-таки скажет Катар Энерджи. Закончится пожар, удастся его остановить. Может быть, придется ждать еще и решений КСИР, что после того, как пожар будет потушен, может произойти всякое, так скажем. Ну, вот такая газовая обстановка. Заявление мистера Трампа, что я здесь ни при чем, я здесь мимо проходил, тоже более-менее можно понять. Ценообразование в самих Соединенных Штатах тоже биржевое, соответственно, повышение цен на рынках Европы, на рынках Азии неизбежно скажется и на внутренних ценах в США, что самое удивительное. Мотив такой: нехватка катарского газа, значит, все имеющиеся СПГ мощности будут стремиться экспортировать, пока вот такая цена, это понятно. Понятно, что все компании, с которыми подписаны договора о производителе СПГ в Соединенных Штатах, будут стремиться забрать максимальный объем.
максимальные объемы, повышенный спрос, повышенный рост стоимости. Тут же отражается на внутреннем состоянии самих США. Поэтому мистер Трамп эмоционально неспокоен, уверяет, что он такого не хотел, ему это не надо. Ну, если ни с того и ни с сего решить, что мистер Трамп говорит правду, мы же все фантастику любим, то почему бы и нет? Почему это мог сделать конкретно Израиль? Потому что Израилю все равно. У него нигде не болит, никаких проблем не видно. На его шельфе в Средиземном море на расстояниях там, от 75 до 130 километров есть три крупных газовых месторождения. Левиафан, 130 километров от берега, 620 миллиардов кубометров извлекаемые запасы, оператор компания «Шеврон». Тамар, расстояние от берега 90 километров, запас около 300 миллиардов кубометров, оператор «Шеврон». И наиболее миниатюрная «Кариш», которая работает только на внутренний рынок Израиля, 75 километров от берега, ближе к границе с Ливаном, запас около 80 миллиардов кубометров. И оператор национальная компания Energy. Так что есть еще одно месторождение, Танин, но оно пока не разрабатывается, там идет подготовка к добыче. То есть, что бы ни произошло в Катаре, что бы ни произошло с мировыми ценами на газ, у Израиля все в полном порядке. Годовое потребление порядка 12 миллиардов кубометров при вот таких объемах, которые я только что назвал, у них все хорошо. Может быть, у кого-то нехорошо, но это, конечно, говорит о демократичности, предсказуемости замечательного государства Израиля и его великолепного руководства. Очень талантливые люди. Борис Леонидович, несколько лет подряд мы обсуждали о том, что будет переизбыток СПГ на рынке, и о том, что это может вызвать кризис перепроизводства. Кризис что, откладывается, получается? Ну, похоже, что да, потому что помимо той мощности производственной, которая вот уже подверглась ударам, у Qatar Energy были планы в конце этого года открыть следующую очередь. Достаточно долго к этому готовились, подписывали долгосрочные контракты, закупали оборудование, монтажили и так далее, и так далее. В конце этого года, в начале следующего, по планам, дополнительные мощности должны были довести уровень производства до 110 миллиардов кубометров. И в 2028 году еще одна производственная линия с тем, чтобы производство в Катаре достигло 130 миллионов тонн СПГ. Будут эти планы сейчас реализовываться или не будут, опять же, ждем, чем все закончится. Что первая реакция по итогам ударов состоялась где-то в районе 12 ночи по Москве. Если сейчас полистать сайты иранские, то можно обнаружить, что после 3 часов ночи по Москве был нанесен второй удар. Ну, очевидно, что продолжаться это может столько, сколько решит руководство Ирана. Что произошло с радарами, с системой ПВО, какова нехватка ПВОшных ракет, я думаю, что все уже читали, все знают. То есть в Катар летают как к себе домой, чувствуют себя уверенно. Вот такая замечательная ситуация. В том случае, если на рынок не выйдет дополнительно, ну, несложно посчитать, что-то порядка 63 миллионов тонн СПГ, ну, намечавшийся профицит очевидным образом исчезнет, потому что в числе прочих планов, которые должны были привести к профициту, это и работа Арктик СПГ-2, который по-прежнему под целым слоем рестрикций, санкций. Санкционирован сам проект, санкционированы танкеры-газовозы, перевалочная база, все санкционировано. Ну, а там планировалось 3 линии по 6,5 миллионов тонн, одна введена, вторая тоже введена, но на полную мощность не работает. Сейчас из приятных новостей то, что идет приемка второго нашего отечественного танкера-газовоза, построенного на судостроительном комплексе «Звезда» на Дальнем Востоке. То есть постепенно эту проблему можно будет решать. Но пока санкции никто не снимает.
Пока мы видим Урсулу фон дер по мужу, которая по-прежнему уверена, что все уровни эмбарго, которые Еврокомиссия придумала по отношению к российскому газу и СПГ, и трубопроводному, должны оставаться в силе, чтобы и дальше, и больше, и лучше. Так что удастся ввести на полную мощность Арктик СПГ-2 или нет, сказать сложно. А на день сегодняшний имеем, если считать, что планы Катара отменены, минус 60 миллиардов кубометров, российский проект минус еще 20 миллионов, извините, миллионов тонн. Так что, видимо, профицит откладывается. Хотя, конечно, многое будет зависеть от того, как будет реагировать Юго-Восточная Азия. Юго-Восточная Азия – это все-таки цивилизованные страны, не Европа. Здесь угольные электростанции не взрывают. Так что не исключено, что все разговоры о том, что необходимо заниматься декарбонизацией, уходить от страшного и ужасного угля, тоже будут снесены вправо. Уголь повсеместен, перекрыть его ни одним Ормузским проливом невозможно, надежен, как швейцарские часы. Так что будем смотреть, какой у нас ренессанс состоится. Газовый, атомный, угольный, вариантов много. Борис Леонидович, вспоминая 21 год, когда цены доходили до почти $3000 за 1000 кубометров газа, возможно ли сейчас создание условий для такого идеального шторма, потому что запасы в ПХГ Европы на историческом минимуме, как бы предложение на рынке все уменьшается и уменьшается, а к следующей зиме пора бы уже готовиться? Ну, давайте вспоминать. Во-первых, 21 год это было не 3000, это к концу года всего 2000 за $1000 кубометров. До 3 с хвостиком удалось добраться в августе 22 года. Так что запас до рекордных отметок еще более чем велик. Если мы говорим о Европе, мы, естественно, ну, такая часть света, где все зависит от погоды. Будет ветер, будет урожай, бананы упадут. Если ветер, тогда не урожай. Если лето будет среднестатистическим, то идеальных условий не будет. Напомню, что произошло в мае 2021 года. Достаточно серьезная зима, достаточно серьезные объемы были изъяты, и уже в мае началась аномальная жара. То есть пиковый спрос в связи с массовой необходимостью работы кондиционеров. И отказ «Газпрома» перевыполнять договорные обязательства. Там была почему-то в Европе уверенность, что «Газпром» поставит газа столько, сколько попросим. На что «Газпром» вежливо спросил, на основании чего я должен это сделать. Вот контракт, вот объем. Вот как все сложилось. С «Газпрома» теперь практически нет, если не считать турецкого потока. Надеяться на то, что кто-то что-то даст дополнительно. Руководство Норвегии однозначно заявило, что все углеводородные месторождения разрабатываются на 100% возможного, и выводить из строя месторождения ради того, чтобы кому-то стало хорошо, там никто не намерен. Их тоже можно понять, есть долгосрочные планы, инвестиции в добычу морскую огромные, так что там надежд особых нет. Какой-то запас есть у Алжира. Ну, два трубопроводных проекта, ведущие один в Испанию, один в Италию, и СПГ-завод. Алжир тоже не стремится перевыполнять договорные обязательства по трубопроводным поставкам, прекрасно понимая, что поставки СПГ – это более гибкий рынок. Если целевая модель европейского газового рынка призывает европейские компании отказываться от долгосрочных контрактов, то поставки алжирского СПГ в Азию идут на основании контрактов долгосрочных с нефтяной привязкой, намного более предсказуемо, чем то, что предлагает Европа. Как уговорить Алжир работать на европейский рынок, вести СПГ туда, метод ровно один – поднять цену выше, чем в Азии. Вот и будем смотреть, кто во что играет. Борис Леонидович, большое спасибо за комментарий, друзья. Подписывайтесь на наш канал в Макс. Ссылки будут в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наши выпуски, чтобы мы и дальше вещали на всех площадках без монетизации, исключительно благодаря вашей финансовой поддержке на Sponsor.ru. Спасибо, до новых встреч. Всем спасибо за внимание, всем всего доброго.